Начинаю там тихонечко двигаться. В какой-то момент думаю, надо ручки поднять. Поднимаю ручки. Брат опускает глаза. Педагог, наоборот, поднимает на меня лицо. И я думаю, так больше я так не сделаю. Тут я поняла, что с этим надо что-то делать. Хотя бы научиться двигаться нормально. Мне тогда и порекомендовали, собственно, сюда прийти. Тут такой стройный Макс начинает свои движения, а у меня, извините, это, как она называется, стопа не поворачивается, достаточно просто, чтобы ее развернуть. Я думаю, боже, я же девочка. Когда вот начинались самые первые тренировки, когда я понимала, что у меня какие-то мышцы вообще не работают, я не могу повторить движение, которое вот вроде как просто. Я его вижу, я понимаю, как оно делается, но тело меня вообще не слушается. Через год или полтора стала вот реально ощущать, что я двигаюсь совершенно по-другому. Да что там двигаюсь? Я по улице хожу по-другому, я себя ощущаю в обществе по-другому. Там народ в основном как-то вот... Я выхожу, и сейчас как минимум взгляды будут на меня. Ну, что-то там, ждешь, чайник кипятится, музыки нет, вообще ничего нет. И что-то как-то захотелось там немножечко там мышцы понапрягать, и это начинает выходить в какой-то элемент. Ну, просто ни с чего. Видно отражение себя в фартуке, вот в кухонном. И ты начинаешь, и думаешь, вот неплохо, может, не перед зеркалом надо, а вот здесь надо тренироваться. Тут прям прикольно выглядит. Причем, когда я смотрю на себя и двигаюсь вот в зеркало, под любимую композицию, все как бы настроение, все, мне сразу не нравится. Но если меня записать, когда я себя не вижу, это очень прикольно. Если вот перерывы, они расслабляют. В какие-то моменты что-то не получается, а то раздражает, но ты идешь дальше, потому что, ну, кому у тебя видео включено, у тебя такая еще задача, просто его еще раз пройти. Вот. Либо идет отработка конкретных моментов. То есть это может быть немного времени. Но и это может быть очень бесюче. Становлюсь перед зеркалом. У меня тогда было маленькое, я себя плохо видела. И отрабатывала всего один единственный элемент. Я понимаю, что я неправильно в этот момент делала, но через 2 часа я поняла, как это работает. Это как в какой-то момент понять, что все в принципе достижимо. Музыка, я стою перед зеркалом, темнота, ночь, и я отрабатываю этот медленно сначала. Хочется быстрее, не надо. Сначала мне надо понять, как это правильно. Если успеваешь немножечко ускориться, пожалуйста. Но лучше не торопиться. Я знаю, что ты там думаешь, господи, чем я занимаюсь? Это вообще к чему-нибудь приведет. Но через какое-то время, когда я снова прихожу там, к какому-нибудь этому же движению, я не знаю, что происходит с телом. То есть я не изучала этот момент. Но вот то деревянное качание 2-часовое и то, что я сделала там через пару дней, я даже не поняла, как это произошло. Когда я смотрю на других людей на танцполе, это очень забавно на самом деле смотреть, когда ты видишь, что человек занимается танцами, и ты понимаешь, что у него отработаны все движения. Все движения, ну, я могу их повторить. Вот просто вот сейчас понаблюдать немножечко, повторить это несложно. Но я понимаю, что у человека это схема-система. То есть куда-то в сторону ему сложнее уйти. Программа Макса, конечно, от других программ небо и земля. Ты как бы понимаешь, в чем, где, какие движения и как они влияют на то, какую картинку ты создаешь. И даже если у тебя там что-то не очень получается, ты понимаешь, что это намного круче, чем то, что получается там у людей, которые годами занимаются у педагогов с постановочной танцевальной программой. Я знаю все, что вот может быть, пройдя какой-то вот длительный достаточно путь, почувствовала свое движение как бы за пределами. Ну, то есть, когда педагог тебя отпускает, и ты начинаешь уже сам что-то свое вот возникать где-то. Вот сейчас люди стоят, и вот они на меня как-то смотрят, и мне нужно сейчас показать, что я умею много и разного, и клево. Не мое это все, не мое. Вот это было.
Вот это вот надо прям преодолевать в себе. Если вот я знаю, что есть люди, которые вот посмотрят на себя, начинают что-то делать, видят себя, им не нравится. И вот не нужно этого бояться. Наоборот. Двигайтесь дальше, пожалуйста. Там очень круто. Даже вот если просто пройти какой-то, когда вот первое понимание происходит того, что а я-то могу, и вроде как уже начинает более прилично получаться. Ну, то есть не прям ужас-ужас, как в самом начале, а как-то свободнее, как-то вот даже некоторые моменты, может быть, даже нравится. То есть, ух, как я сейчас подвигалась, ух! Даже если будет какой-то ступор, даже если будет непонятно, что вы сейчас делаете, я знаю, что на этом пути будет не один момент, когда наступает какое-то прозрение. Там очень круто, я просто даже не могу передать, насколько.